Сегодня мы знаем CD Projekt Red как студию, выпустившую великолепного третьего Ведьмака, и как команду, которая хулят все, кому не лень, за абсолютно ужасный релиз Cyberpunk 2077. Но как компания появилась и какой сложный путь предшествовал ее успеху? Ссоры в команде, неудачный движок, нехватка опыта, исчезновение целых глав новой игры, проблемы с лицензией и поиском издателя, а также лютые кранчи. Присаживайтесь поудобней. Об этом будет мой сегодняшний рассказ. Но для начала давайте погрузимся в историю. Берлинская стена рухнула. Так, стоп. Слишком далеко, хотя раз мы уже здесь, то стоит упомянуть, что именно тогда Марчин и Вински, основатель CD Projekt, со своим приятелем на съемной квартире занимались пиратством американских игр на всеми нам известные болванки. Название CD Projekt, кстати, тоже родилось именно тогда, в 1994 году, когда Марчин вовсю думал, как узаконить свою деятельность и заставить игроков платить за то, что они, в общем-то, привыкли получать бесплатно. И ответ нашелся. В качественной реализации, приемлемой цене, а главное – переводе игр на родной польский язык. Одна из первых игр, которую удалось выпустить новообразованной команде благодаря успешной договоренности с тогда еще не очень известной Interplay, была Dungeon Keeper 2, а затем и Baldur's Gate. В далекие 90-е, а особенно в Восточной Европе, было очень рискованно пытаться продать даже 1 или 2 тысячи копий игры на физических носителях. CD Projekt же замахнулись и заключили договор на целых 3000 копий, и сказать, что у них не получилось, значит не сказать ничего. В первый же день они реализовали около 20 тысяч копий, а общее количество по итогу превысило порог в 100 тысяч. Правда, Марчин и Вински не видел себя в том, чтобы всю оставшуюся жизнь зарабатывать на локализации и перепродаже игр, и мечтал выйти на более высокий уровень. Потихоньку приближался самый важный момент в истории новообразованной компании, которую сегодня мы знаем как CD Projekt Red. Возможно, вас удивит тот факт, что изначально первая часть трилогии Ведьмаке должна была выйти на 10 лет раньше, а именно в 1997 году. И разработкой занималась ныне канувшая в лету компания Metropolis Software. Главой разработки тогда являлся человек, в будущее положивший начало таким известным сериям игр, как Gears of War, Painkiller и небольшой инди-игре, известной под названием Fortnite. Звали этого человека Адриан Хмелеш, а студия, в будущем основанная им, носит вполне знакомое всем название People Can Fly. Адриан был фанатом серии книг о Ведьмаке и даже лично знал автора цикла книг Анджея Сапковского с далеких 80-х годов. Благодаря этому знакомству он и получил права на разработку игры по мотивам лично от Мэтра, когда очередным утром разбирал свою почту. Если внимательно знакомиться с той информацией, что осталось от проекта, то можно понять, что Ведьмак от Metropolis в плане идеи, по сути, ничем не отличался от того, что выпустили уже известные нам поляки. Игра с акцентом на сюжетную составляющую, рассчитанную на взрослую аудиторию, где игроку приходилось делать сложные моральные выборы. Сейчас этим никого не удивить, но в 90-е это было в новинку. Так и не вышла в свет метропольская версия Ведьмака по банальной причине. Издатель не верил в возможность успеха игры, основанной на славянской мифологии. Хоть формально проект и не был закрыт, но интерес разработчиков к нему пропал, а большая часть команды занималась игрой со странным названием «Горький 17». Да, что у тебя за имя такое дурацкое? Горький 17. Вскоре на сцену вышли CD Projekt и обратили внимание на произведение писателя Анджея Сапковского, так мало известного в мире, но очень популярного на родине Марчина. Автор книг не особо верил в успех компьютерной игры по мотивам и поэтому продал права на разработку игры за, по сегодняшним меркам, небольшой гонорар в $9,500. Через много лет после феноменального успеха серии в нем заиграет еврейская жилка, и он подаст на компанию в суд. Но дело решится мирно, а старичок и его наследники по итогу будут обеспечены до конца жизни. В команде на начало разработки было всего 4 человека, которые до этого занимались портом Baldur's Gate Dark Alliance на ПК, во время работы над которым они поднаторели в изометрии, однако жанром будущей игры определенности не было. Художник и сценарист хотели полноценную RPG, которая бы с уважением относилась к романам. Единственный программист студии, наоборот же, упирал на короткий и динамичный боевик. Первоначальный движок игры под названием Calaris, взятый у программиста Себастьяна Зелинского для экономии бюджета, достаточно быстро показал
себя как абсолютно неподходящий под проект в открытом мире, ибо разрабатывался под линейные шутеры и был основан под старые компьютерные архитектуры. На ранней версии движка от Себастьяна Зелинского был создан изометрический экшен с ноунеймовым главным героем и практически нулевой ролевой системой. Единственный программист в команде на тот момент любил запираться с собой наедине и на все запросы от сценаристов и художников, вроде внедрения инструментов для написания разветвленных диалогов, игнорировать или отвечать простым и лаконичным словом «нет». Впоследствии, почти через год разработки, от уже готового на тот момент материала пришлось отказаться и выкинуть на помойку. В общем-то, как и нерадивого программиста. И перед командой разработчиков встал вопрос о поиске нового движка. В этот момент на сцену неожиданно вышла BioWare, ибо у CD Projekt было там пару приятелей, а именно Грег Защук и Рэй Музика. Их так заинтересовало, что может получиться в таком необычном сеттинге у маленькой студии из Польши, что они выдали им свой движок Аврора почти за бесценок. Конечно, по итогу его пришлось переписать практически на 80%, но кого интересуют такие мелочи? Полноценная разработка игры началась в 2004 году. За сюжетную составляющую в ней отвечали Яцек Камуда и Мацей Юревич, и даже на тот момент никто в студии не думал отказаться от идеи того, что главным героем должен быть не Геральт из Ривии, а какой-то неизвестный персонаж, охотник на монстров. В будущем герой изменится, но мы с вами и так это уже знаем. Перед командой стояла тяжелая задача по созданию большой и проработанной игры, не имея при этом практически никакого подобного опыта. Никто не знал, что и как необходимо делать, но планы при этом были очень амбициозными, а именно выпустить игру уже к 2005 году. Однако, только первые несколько месяцев ушли на то, чтобы копаться в новоприобретенном движке и понять, с чем его есть. Самой сложной задачей для энтузиастов-любителей было создать живой мир, персонажей, которые бы не стояли как вкопанные, а передвигались бы по миру, взаимодействовали с ним, прятались от дождя. Интересный факт. Из-за того, что движок корнями уходил к игре Neverwinter, программистам приходилось привязывать логику персонажей к предметам, факелам, табуреткам и прочему, ибо это было одной из особенностей движка. CD Projekt необходимо было решить еще одну важную проблему, а именно найти издателя, который бы согласился издать игру на Западе. Большинство из тех, кому предлагали издавать игру, повторяя историю с Metropolis Software, не верили в успех игры в стиле славянского фэнтези и отвечали, что игра, конечно, очень классная, но нам не по пути. Но в какой-то момент на горизонте появилась давно не хватавшая звезд с неба Atari и согласилась стать издателем проекта. Однако договориться между собой они смогли только через полгода, ибо Atari все время ставила невыгодные условия. Вся власть была в руках издателей, цифровой дистрибуции не было. Без партнеров вам было не под силу выпустить свою игру. Только ультиматум Марчина и Вински о том, что в случае подобных условий они не будут сотрудничать, смог заставить их наконец-то одуматься и прийти к взаимовыгодному соглашению. В какой-то момент штат CD Projekt начал пополняться новыми кадрами, ибо уверенность в том, что у них все получится, начала улетучиваться. Над проектом, который к этому моменту разрабатывался уже 2 года, не было никакого четкого надзора и понимания, в какую сторону его вести. Поэтому новые сотрудники, помимо проделанного до их прихода объема работы, видели еще и хаос. В разработке была полная неразбериха. Часто происходило так, что разработчики просто не знали, что и как им делать. Художники делали одно, программисты не знали, как это интегрировать в игру, дизайнеры не понимали, как правильно компоновать то, что делают первые и вторые, а контроль качества не понимал, что им и как контролировать. Проекту крайне не хватало грамотного руководства. Как говорил основатель CD Projekt Марчин и Вински, изначально мы думали, что справимся с разработкой с командой в 20 человек, но такие вещи нельзя знать заранее. Стоит также отметить, что на тот момент в компании не было даже отдела кадров, поэтому подбор персонала был не самой легкой задачей. Под конец разработки в команде было более 80 человек, у большинства из которых, опять же, из-за плохо налаженной системы приема на работу, не было никакого опыта в разработке компьютерных игр. Некоторые люди приходили просто ради интереса, пощупать, что такое игровая индустрия изнутри, но после приобретали необходимые навыки и оставались работать в компании. К примеру, во время производства первого Ведьмака в штате были медики, столяры, сантехники и практически ни одного профильного программиста. Но у компании были деньги – около 15 миллионов евро, ибо CD Projekt Red выпускала игры сторонних студий и выручку до последней копейки вкладывали в Ведьмака. В тот момент работа шла по принципу «все или ничего». Не могу не отметить одно весьма увлекательное занятие в игре, а именно коллекционирование карточек. И нет, я говорю не о новомодных ККИ.
Коллекционные карточные игры, если что. А о фотокарточках практически со всеми персонажами женского пола в игре. Разрабатывали бы игру BioWare, то были бы еще и мужские. У какого контента о карточках я говорю, наверное, все уже поняли. Но для несмышленных подскажу. Поляки, очевидно, очень хотели понравиться как можно более широкой аудитории. При этом боялись отпугнуть фанатов книг. Поэтому для первых они придумали эротические карточки, а для вторых шанс закрутить более серьезные отношения с двумя главными героинями. Трис Меригольд и добросердечной целительницей Шани. Не знаю, какому больному ублюдку пришла в голову идея фотокарточек, но я готов сказать ему спасибо за счастливое детство. Во время разработки игра постоянно переделывалась, в основном в деталях. Менялись некоторые механики, части локаций, а разработка игры хоть и кипела, но ни на йоту не приближалась к финалу. Подобная ситуация длилась до 2006 года, пока в студии не было принято окончательного решения, что необходимо наконец-то доделать игру. И в этот момент работа закипела с новой силой. Была создана команда, в цели и задачи которой входила контроль за доведением игры до ума и очисткой ее от всего лишнего. С этим периодом связана одна забавная история с одним из программистов, который так сильно горел идеей разработки подобной игры, что кранчил просто не в себя. Многие, кто приходил с утра на работу и видели его, думали, что он просто рано встает. Уходя же вечером с работы, предполагали, что он просто немного задерживается, хотя он фактически жил за своим рабочим местом. Под конец разработки, буквально за месяц до намеченного релиза, по необъяснимой причине из наработок по игре пропала финальная глава, и ее пришлось наспех переделывать, восстанавливая все с нуля. Я предполагаю, что в этот момент уже вся команда разработки почувствовала, что такое жить на работе. В последний год разработки также пришлось переделывать и сценарий, который еще в самом начале написал Яцек Камуда, о котором я упоминал ранее в истории. Но проблема была в том, что в его варианте истории Геральт был простым NPC, а события разворачивались параллельно событиям книги. Поэтому многие локации и персонажей пришлось переделывать, ибо во время событий первой части игры, которая происходит спустя 6 лет после окончания книжной саги, их просто не могло быть. Именно поэтому в первой части игры не так много интересных второстепенных квестов и персонажей, ибо игру необходимо было уже выпускать, и они просто-напросто пошли под нож. Однако персонажи Азара Еведа, профессора и того же химика Кальштейна так нравились разработчикам, что их, немного видоизменив, все-таки оставили в сюжете, так же как и историю о преступниках, укравших ведьмачьи секреты. Перед самим релизом сценарий сокращали еще раз. Как я предполагаю, опять из-за того, что игру все-таки надо выпустить. Кстати, именно поэтому в финальных главах мы вновь возвращаемся в Изиму, ибо времени на доработку других локаций уже не оставалось, и сюжет пришлось таким образом закольцевать. Дворец короля Фольтеста и замок Ордена из финала совместили в одном здании, разделив их запертой дверью. Из сценария пришлось вычеркнуть 3 эльфийских генералов и обойтись одним – Яйвином, что, впрочем, дало авторам возможность как следует того раскрыть. Разработка игры Ведьмак заняла у компании CD Projekt Red примерно 48 месяцев, на что было потрачено около $10 миллионов. Игра была локализована на 10 языках. Релиз игры в России состоялся 24 октября, в США 30 октября 2007 года. В версии игры, вышедшей в США, были сильно отредактированы диалоги, убрали много мата и похабщины, так глубоко близкие нашему русскому человеку, и некоторые подобного содержания картинки из дневника главного персонажа. 16 мая 2008 года выйдет улучшенное издание игры, которое будет содержать измененную версию с улучшенным геймплеем, интерфейсом и графикой, а также дополнительные материалы. На этом все, самураи. Пусть меньше утопцев встречается на вашем пути.